Я, во-первых, не ожидала, что я вообще пройду кастинг «Тот еще». Потом я не ожидала, что я пройду первый. Сейчас я также не ожидала, что я пройду второй. Да и ощущения потрясающие. Я знала, что будет жюри, человек, представляющий женский стендап. И на меня это еще больше ответственности повесило, этот факт. Вот, поэтому я вдвойне переживала и надеюсь, что я сделала все, что могла сделать. Здравствуйте, вы смотрите ТНТ, меня зовут Павел Воля. Это Comedy Battle, второй этап 12-го сезона. Так, для тех, кто не знает, что у нас тут происходит, есть два главенствующих жанра на данный момент. Это миниатюры и стендап. Они соревнуются между собой, но самое главное, в итоге все соревнуются за приз в 5 миллионов рублей. Его получит самый смешной. Вот и все, давайте начинать. Катя Котофеева, Уфа. Спасибо. Всем привет. Катя, привет. Привет. Он тебя не на центр поставил. Но это исправимо. Да, не страшно, это как ты его... Напоминаю, Катя у нас повредил коленку. До сих пор коленку лечит. Я расскажу. Не надо на меня смотреть, как на Сергеича. Все нормально будет. Хорошо, давайте, аплодисменты, понеслось. Друзья, прямо перед съемкой первого этапа я повредила колено. Дело в том, что все участники батла на репетиции тренируются падать на маты, чтобы в полной безопасности, под присмотром каскадеров, порвать связки в 3 местах. Прикиньте, как я облажалась на юмористической передаче. Я упала и рассмешила человека 3, не больше. Ну, там, если бы не каскадеры, я бы вообще упала в тишину. Стендап — это боль. Смотрите, забавно, что какие бы джинсы я ни надела, они все равно будут с порванными коленками. Все говорят, что баттл меняет судьбы. Возьмем даже Бибуришвили, да? Он после баттла вообще поднялся. Он гастролирует со стендапом, ведет разные шоу. Я после баттла не могу сама себе носок надеть. Ну это что за прикол? Еще за это время никто мне не написал в директ, что хочет быть моим личным рабом. Где эти ваши турки хваленые, когда они так нужны? А благо меня оценивают честно. В конце прошлого выступления Дэймс нажал на рычаг, чтобы я не расслаблялась. Пришлось отменить поход в аквапарк. На гвозди тоже, думаю, не вставать пока. Я в Уфе угораю, нагоняю жути. Говорю, там вообще все жестко. Меня пропустили во второй этап, но с одним предупреждением. Это реально, прикиньте, Дэймису вот настолько не понравилось. Там у кого 2 красных огонька, они вообще в плечо стреляют. Я эти реально... Не подумайте, не хочу давить на жалость, у меня другие темы есть. Я росла без отца. Мои родители развелись, не прожив и года в браке. Прикиньте, я его в пуховике ни разу не видела. А мы с папой очень похожи. Он тоже был в студенческие годы, амбициозен, участвовал в разных конкурсах и побеждал. Например, однажды он выиграл суд. Маме за 2-е место кружку с гороскопом вручили. Звезды сулят водолеям воспитывать в одного. Больно. Стендап — это боль. Напоминаем. Еще знаете такую штучку? Все девочки подсознательно выбирают себе мужчину, похожего на отца. Но где я найду человека, который будет каждую встречу спрашивать, сколько мне лет, а потом ржать и хрюкать? Так, друзья, теперь мне нужен реквизит. Давай. Да просто нога устала. Миниатюр не будет, сидят, ждут. Значит, член жюри, хочу перед вами извиниться. Я ставлю вас в неловкое положение, я понимаю. Если вы возьмете меня в полуфинал, все скажут, понятно. Взяли девочку с больной ногой, паразиты. Если вы не возьмете меня в полуфинал, все скажут, хромую девочку в шею выгнали. Это что ж?
делаете-то, паразиты? В общем, решать вам, слушайте свое сердце, у меня все. Ты можешь посидеть, кстати. Присаживайся, конечно, присаживайся. Окей. Ну чё, Ну чё, вы решайте, паразиты. такая подача у Кати себя клевая вообще. Ну Да. зачем жизнь боль? Ну ладно, потерпим. Я безумно влюблен в эту подачу. Так нравится. Я прям Да, боль. мне тоже. Прям кайф. Нет, так а что? Ну смотрите, у нее Давайте действительно по-честному, не да. все же шутки были смешные. Это объективно. Но я ведь сам здесь всегда говорю, что когда человек интересно рассказывает, даже когда не смешно, хочется послушать. Вот Катя из тех людей, с которой бы я вот так бы сидел весь вечер, что-то слушал бы. Я хочу, чтобы Катя прошла дальше. Не потому, что она хромая девочка. Импровизация вот эта ваша. Кать, беги дальше. Давай. Помогите Кате. Пожалуйста, личный помощник. Ребята, привет! Павел Воля здесь. Это ТНТ, 12 сезон Comedy Battle. У нас полуфиналы. Мы продолжаем искать самого веселого человека в этой стране. Будьте сами собой, ребята. Мы в шикарном расположении духа. Поехали! Катя Котофеева, город Уфа. Всем привет, всем Привет. здравствуйте. Нам один маленький нужен момент. Мы очень сильно похлопаем тебя в начале. Мама моего парня живет в другом городе, а еще она подполковник службы судебных приставов. Получается, чтобы увидеть его маму, нужно либо очень долго ехать на машине, либо очень долго не выплачивать за нее кредит. Ну, если я не понравлюсь этой женщине, она меня уничтожит. Это профдеформация. Типа, по истечению семейного ужина суд постановляет, что гражданка Катя Котофеева вырядилась как Лярва привокзальная. Судимая своей вины не признает, вон плачет в туалете. Да я тебя не обыскивала, я тебя везде обнимала. Ну, чтобы избежать таких конфликтов, я задумалась, как понравиться подполковнику, если ты не овчарка. Оказалось, нужно просто быть собой. Мы подружились, она подписалась на меня во всех соцсетях. Теперь за мной реально следят судебные приставы. Мне 24 года, а в этом возрасте моя мама уже, между прочим, была разведена. А я в кого такая растяпа? Просто меня, честно говоря, пугают эти мужчины из категории «мне по 30-ку, занимаюсь тем, что ищу себя». Вот это расследование намечается, да? Дело висяк, девочки. Ну, а где наш малыш? Опять не на работе. А мой парень меня вообще пранканул на 14 февраля. Он говорит, этот день будет особенным. Мы будем вместе плакать от счастья. По итогу он сказал мне, ты лучшее, что случилось со мной в этом году. Вы скажете, и? А я скажу, все. Кто-то плачет от счастья сейчас? Нет? Ну, окей, моя очередь. Давай я скажу тебе на ушко то, о чем ты будешь думать всю ночь. Смотри, по сути, любая собака — это лайка. Подумай. Еще заметили, какую символичность мы придаем кольцам? Хотя это просто украшение, просто украшение. Но мы же ничего не ждем от браслета. Мы ни во что не ставим броши. Вот сережки, сучки, заставляют понервничать. Потому что коробочки очень похожи. Ну, у нас одна ассоциация с кольцом, поэтому, пожалуйста, не дарите его женщинам, которые хотят замуж, если за этим ничего не последует. Типа, вот от тебе будет клево смотреться с твоими уже опущенными руками. А рубин... Ну, а рубин подчеркнет красный цвет их зареванных пустых глаз. А у меня все для вас. Спасибо большое. Интересно. Да, мне очень понравилось. Я написала себе хорошее.
Это значит не серия «Какая хороший человечек», а это в смысле как комик хорошая. Значит, года через 1,5 вы станете потрясающие. У вас очень интересная подача, вы очень интересно формулируете. Литература хорошая получается, значит. Ну, понравилось, да? Да, Мне мне тоже. понравилось. Очень классно. Мне тоже очень понравилась Катя. А она такая, она вроде на полутонах на этих, но ты вот так за ней смотришь, чтобы ничего не упустить, очень важно. Она очень интересно рассказывает. Она шутки ставит как-то нетривиально, что ли, и подает. И ты смотришь, и как бы это вообще другое. Это было как минимум достаточно хорошо для ожидания финала. Так а что разжевывать дальше? Классно было все. Прям классно.